Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я хочу сделать разбор вот такого узора, ажурного и в то же время теплого, со свитера от Кучинелли. Узор довольно простой, всего лишь последовательность накидов лицевых петель и петель, провязываемых вместе. Но для меня все равно это была небольшая головоломка для того, чтобы все это сложить вместе, чтобы получить такой же результат, как и у автора. Вот мой образец, связанный из довольно толстой полушерстяной пряжи. Раппорт этого узора 6 петель и 4 ряда. Я предоставлю вам схему вязания этого узора. Здесь в схеме отмечены только лицевые ряды. Изнаночные ряды вяжутся по рисунку просто изнаночными петлями. Так, схема будет у вас на экране. Для образца я наберу количество петель кратное 6 плюс 2 кромочных. Я наберу 2 раппорта, 12 петель и 2 кромочных. Итого это будет 14 петель. Так, набрала я петли, перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд, первую петлю снимаю, кромочная. Первый ряд будет установочный, поэтому его вяжу просто все петли изнаночными. Он в раппорт не входит. Так, установочный ряд связала и дальше работаю по рисунку, по схеме точнее. Так, первый ряд по схеме. Кромочную снимаем, не провязанный. Дальше 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе направо, то есть это обычные традиционные 2 вместе, завожу спицу в петли слева направо и провязываю их вместе. Раз, еще раз 2 вместе направо, 2 и накид. Вот я сделала один раппорт целиком. Теперь возвращаюсь к началу раппорта и повторяю его снова. 1 лицевая, накид, лицевая, 2 вместе направо, 2 вместе направо. И не забываю про накид в конце. И затем кромочную, ее я делаю лицевой. Я рекомендую, если вы вяжете уже большое изделие, пересчитать петли после лицевого ряда, чтобы их количество не изменилось, потому что узор все-таки немножко коварный и иногда можно сбиться. Теперь перехожу к вязанию изнаночного ряда. Изнаночный ряд вяжется просто все петли изнаночные, накиды тоже изнаночные. Первую снимаю и дальше работаю изнаночными петлями. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Снова разворачиваю изделие и теперь работаю. Третий ряд по рисунку, лицевая сторона. Он будет зеркален первому ряду, то есть эти 2 ряда, лицевые ряды, они практически идентичны, они зеркальны друг к другу. Именно за счет этого получается эффект этого узора. Итак, третий ряд, опять кромочную снимаю не провязанный и дальше работаю по схеме. Накид, дальше идет 2 вместе налево. Как делаются 2 вместе налево? Первую петлю снимаю не провязанной, следующую петлю за ней провязываю лицевой и с помощью левой спицы, вот она у меня, я вставляю ее в снятую не провязанную петлю
и накидываю эту петлю на провязанную. Получается 2 вместе налево. И снова повторяю этот же элемент. 2 вместе налево. Дальше лицевая, накид, лицевая. И возвращаюсь к началу раппорта. Накид, 2 вместе налево. И опять 2 вместе налево. И опять лицевая, накид, лицевая и кромочная. Ее я вяжу лицевой. Третий ряд закончен. Перехожу к вязанию 4-го ряда. 4-й ряд, опять изнаночная сторона, все петли просто вяжу изнаночными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю лицевой. Также хочу отметить, что и лицевые, и изнаночные петли я вяжу классическим способом. Если вы вяжете бабушкиным, то вяжите, конечно, бабушкиным, просто тогда в лицевом ряду контролируйте, за какую ножку вы провязываете лицевые петли, для того, чтобы не навязать скрещенных. Потому что, так как я вяжу классикой, у меня все петли становятся правой ножкой ко мне, и в лицевом ряду я уже на это не обращаю внимания. Да? При вязании бабушкиными вам приходится следить за ножками петель. Так, связала я один раппорт в высоту. Дальше возвращаюсь к первому ряду и продолжаю, да? И продолжаю, повторяю с 1 по 4 ряд на нужную высоту. Вот он, этот маленький образец из белой пряжи. Я его связала. Здесь 2 раппорта, напоминаю. Сетчатая часть узора получается и 2 участка из таких вот елочек, что ли. И мой образец на более толстой пряже, и здесь уже я связала 4 раппорта. Здесь у меня набрано 26 петель, то есть по 4 раппорта и 2 кромочных. Да, вот смотрите, как получается. Ну и оригинальное изображение из магазина, где продается этот свитер, я вам вот сюда вставлю. Да, можете сравнить. По-моему, я все верно подобрала. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Не забудьте про свои лайки, подписку, комментарии, если что-то было непонятно. И увидимся в моих новых видео. Пока-пока!